Однажды, медленно продвигаясь на своем внедорожнике по выжженной солнцем дороге, проходящей через обширные равнины национального парка Этоша в Намибии, ветеринар по имени Маркус заметил впереди нечто необычное, что заставило его инстинктивно сбавить скорость и насторожиться. Прямо перед ним, всего в нескольких метрах, стоял огромный слон, который выглядел странно неподвижным, словно застывшим среди колышущегося от жары воздуха, и это сразу показалось Маркусу тревожным. Ведь за годы своей работы он привык к тому, что даже самые спокойные слоны никогда не остаются полностью неподвижными. Обычно они медленно переминаются с ноги на ногу, лениво машут хвостом, отгоняя насекомых, или слегка шевелят ушами, реагируя на звуки окружающего мира. Но этот гигант стоял так, будто его силы были на исходе, и именно это несоответствие привычному поведению вызвало у мужчины сильное внутреннее беспокойство. Маркус уже много лет работал в заповеднике, регулярно патрулируя его территорию и наблюдая за состоянием животных, и за это время он научился замечать даже самые незначительные отклонения в их поведении. Он любил свою работу не только за возможность находиться на природе, но и за чувство ответственности, которое она ему давала, ведь каждое его решение могло повлиять на жизнь живых существ. В разные дни он сталкивался с самыми разными ситуациями. Помогал раненым антилопам, наблюдал за поведением хищников, отслеживал миграции стад и оказывал помощь крупным животным, включая слонов, которые всегда вызывали у него особое уважение. Именно поэтому тот факт, что этот слон находился один, без стада, уже сам по себе выглядел странным и настораживающим. Слоны — социальные животные, и редко можно увидеть взрослого представителя, который стоит в одиночестве без очевидной причины. Маркус остановил машину на безопасном расстоянии, заглушил двигатель и решил не спешить, понимая, что в таких ситуациях лучше сначала наблюдать, чем действовать. Он устроился поудобнее за рулем и стал внимательно следить за животным, пытаясь понять, что происходит. Время тянулось медленно, и несколько минут ожидания незаметно превратились в полчаса, затем в час, но за все это время слон почти не двигался, и это только усиливало тревогу. Постепенно Маркус начал замечать детали, которые раньше могли бы ускользнуть от его внимания. Напряжение в теле животного, неестественную неподвижность, отсутствие реакции на звуки и даже на пролетающих насекомых. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что ему становится не по себе, словно он наблюдает не просто за животным, а за существом, которое находится на грани своих возможностей. Он уже начал думать о том, чтобы уехать и сообщить о странном случае позже, но внутреннее чувство не позволило ему это сделать, словно что-то удерживало его на месте. И именно это решение оказалось судьбоносным. Спустя еще некоторое время Маркус понял, что должен подойти ближе, чтобы убедиться в своих подозрениях. Он прекрасно осознавал, что приближение к дикому слону — это риск, который нельзя недооценивать, ведь даже ослабленное животное способно быть крайне опасным, если почувствует угрозу. Тем не менее, он решил действовать осторожно. Медленно заведя двигатель, он плавно продвинулся немного вперед, стараясь не создавать лишнего шума, затем снова остановился и, выждав несколько секунд, аккуратно открыл дверь. Легкий звук привлек внимание слона, и тот медленно поднял голову. Маркус замер, не двигаясь, чувствуя, как внутри него нарастает напряжение. Он не знал, как отреагирует животное, но был готов отступить в любой момент. Однако слон не проявил агрессии. Он лишь посмотрел в сторону человека и спустя мгновение отвернулся, словно у него не осталось сил даже на реакцию. Это дало Маркусу осторожную уверенность, и он решил продолжить. Взяв бинокль, он вышел из машины и начал медленно приближаться, делая паузы после каждого шага, чтобы убедиться, что не вызывает беспокойства. Когда он, наконец, остановился и поднял бинокль к глазам, увиденное заставило его замереть.
Теперь он ясно видел, что по лицу слона текут темные полосы, следы слез, и это зрелище было настолько неожиданным и пронзительным, что у Маркуса на мгновение перехватило дыхание. Он сразу понял, что перед ним животное, испытывающее сильнейшую боль. Не теряя времени, он достал рацию и связался с медицинской службой, подробно описав ситуацию и попросив срочно прислать помощь. Закончив разговор, он почувствовал, как его страх сменяется решимостью. Он знал, что не может просто стоять и ждать, поэтому начал медленно приближаться к слону, тихо разговаривая с ним, стараясь звучать спокойно и уверенно. Слон смотрел на него, и в его взгляде читалась усталость, боль и какое-то странное доверие, которое трудно было объяснить. Маркус остановился на безопасном расстоянии, затем медленно опустился на колени и продолжил говорить мягким голосом, как он делал это много раз, работая с ранеными животными. И постепенно он заметил, что напряжение в теле слона начинает спадать. А затем произошло нечто удивительное. Огромный слон медленно опустился на колени, словно приняв присутствие человека и доверившись ему. Этот момент казался почти нереальным. Время словно замедлилось, и Маркус ощущал, что между ним и этим животным возникла особая связь. Примерно через 30 минут вдалеке появились машины медицинской команды, и вскоре они прибыли на место. Маркус быстро подошел к ним и объяснил ситуацию. Осмотр показал, что у слона был большой абсцесс на задней части тела, который причинял ему мучительную боль. Команда незамедлительно приступила к работе. Они ввели слону седативные препараты, и когда тот полностью успокоился, начали процедуру. Вскрыв абсцесс, они очистили рану и ввели необходимые лекарства, действуя быстро и слаженно, понимая, что у них ограничено время. После завершения лечения они отошли на безопасное расстояние и стали наблюдать. Через некоторое время слон начал приходить в себя. Он медленно поднялся, сначала неуверенно, затем все увереннее удерживая равновесие. В какой-то момент он слегка взмахнул хвостом, словно подавая знак, что ему стало легче. Это вызвало у всех чувство облегчения и радости. Но когда команда уже собиралась уезжать, произошло нечто неожиданное. Слон начал двигаться в их сторону. Люди напряглись, не зная, чего ожидать, но остались на месте. Животное прошло мимо машин медицинской команды и направилось прямо к Маркусу. Подойдя к его окну, слон медленно протянул хобот и мягко коснулся человека, словно обнимая его. Этот жест поразил всех. Казалось, что слон выражает благодарность за помощь. Маркус почувствовал, как его переполняют эмоции, и не смог сдержать слез. Через несколько мгновений слон отстранился, спокойно развернулся и медленно ушел вглубь саванны. А люди еще долго стояли, глядя ему вслед, осознавая, что стали свидетелями по-настоящему редкого и удивительного момента, который навсегда останется в их памяти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.